Всем привет, меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, а сегодня мы будем рисовать вот такой вот домик. Он немножко с безумными цветами, но что делать, я экспериментирую еще, куда, каким образом можно двинуться с моей проектной графикой. Если вам интересно, то рисуйте вместе со мной, берите листик, бумагу, там тушь, чернила, перо, звездочка и пробуйте повторять. Ставьте видео на паузу и повторяйте этапы, перематывайте снова, смотрите еще подход, как в спорте, и это все отлично работает. И внизу видео ссылка на плейлисты. Там различные видео по тематикам разбитые, по которым можно легко просто научиться рисовать и архитектуру, и пейзаж, и графику. Ну и есть для начинающих, и есть довольно сложные моменты. В общем, там много всего интересного, смотрите. И вот этот вот урок, он про такой достаточно простой домик, простую композицию. Начало ее рисуется как будто бы в проекции, без перспективных сокращений. Но если посмотрите на углы крыши, то они сходятся в одну точку, и по сути это одна точечная перспектива. Рисуем сам контур домика, делаем тенюшки под элементами крыши, там, где будут тени наиболее интенсивными, и рисуем оконные проемы и фасадный декор, вот эти вот штучки всякие. Рисуем достаточно свободно, я тут не вычерчиваю прям ничего, понимаю, что потом придет цвет, и ситуация станет, ну так, намного легче. Только делаю, разбиваю немножко по тону, вот делаю цокольную часть заштрихованной, и перехожу к другому домику. Вспоминаем о том, что это одноточечная перспектива. И косые линии этого домика, все прямые, все вертикальные вертикальные, все горизонтальные горизонтальные, а все диагональные, они сходятся в одну точку схода. Если вы мысленно проведете линии вот этого домика, они сойдутся в ту же точку, в которой сходятся линии и нашего первого изначального домика. Вот немножко с другого ракурса показываю всю эту историю поближе. Ну, я думаю, что так, может быть, и интереснее выглядит, и будут видны детали, которые не видны при рисовании вот в таком режиме. Вот наш второй домик, с ним происходит вся та же история. Оконные дверные проемы. Только здесь я делаю такую штуку. Я сразу же делаю интенсивное тенеобразование в тех местах, где у меня интенсивная тень. Ну, то есть в оконных проемах. И то же самое теперь делаю с моим изначальным предыдущим домиком. Рисуя оконные проемы, я оставляю в них небольшую незакрашенную часть. Это импосты, ну, перекладины, на которые держатся стекла. Не сказать, что я вырисовываю это прям подробно-подробно, но эта идея в рисовании сохраняется. Делаю немножко фасадного декора, подчеркиваю разные маленькие штучки и перехожу к рисованию деревьев. Насчет рисования деревьев на моем канале огромное количество информации. Смотрите, их прям очень-очень-очень-очень много. Потому что моя тема ландшафтная архитектура, и я достаточно подробно прорабатывал этот вопрос в видео на моем канале. Вот таким образом получается простой графический набросок, пригодный для того, чтобы приносить туда вот историю с цветом. Дальше история с цветом была немножко забавная, потому что, ну, я сейчас изучаю для себя этот вопрос, и меня немножко шатает в разные эффекты от очень сдержанных до очень несдержанных. И вот этот вот вариант, он по цвету прям получился очень несдержанный. Ну, вы дальше все увидите. Не сказать, что мне это очень нравится. Я, скорее всего, буду двигаться в такую историю, которая более сухая, более деликатная. Но вот здесь получилось так. И я приношу воду в область, которая соответствует идее неба. Приношу туда пером звездочка небольшие капли туши и чуть-чуть размываю всю эту историю. Я работаю на бумаге Palazzo. Это бумага 280
280 миллиграмм, по-моему, на метр квадратный. Ну, такая довольно плотная, очень плотная. И работаю тушью Винзор и Ньютон. Вот вы можете видеть баночки сбоку, в которые я окунаю пером. И идея вот такая. Сначала я намечаю небо, потом идею цитирования неба переношу на область Земли для того, чтобы создать гармоничную основу. Для того, чтобы постараться не идти в такое безумие цветов, а заставить их каким-то образом перекликаться друг с другом. Второе, что я делаю, это приношу зеленые оттенки. Зеленые оттенки, на мой вкус, такие очень интенсивные и очень много берут на себя. Поэтому в зеленый я приношу немного желтого, чтобы сделать его более естественным, более гармоничным с моей точки зрения. Ну и пока я смотрю, я не сильно превратил мою картинку в какое-то анилиновое чудо. Но то ли еще будет. То есть дальше ситуация будет развиваться, мне кажется, немножко даже веселее в колористическом отношении. И теперь я делаю небольшое тенеобразование. Это коричневые чернила, тоже Винзор Ньютон. И я подумал, что свет падает у меня справа сверху, поэтому области зданий, которые я вижу слева снизу, должны быть затенены. И вот этот процесс я сейчас прохожу вот таким вот образом. В принципе, все это очень просто, но дает впечатление объема. Просто, быстро, легко. Приношу желтые оттенки, которые я ложил на деревья в область зданий, для того, чтобы гармонизировать всю эту историю, которая происходит. И также приношу их в область земли. И композиция завязывается. Она остается все еще достаточно чистой по цветам, но становится все более и более разнообразной по колористике. И вот тут вот приходит вот этот вот странный красноватый оттенок. Честно говоря, не знаю, зачем я его туда принес. Возможно, это была излишняя история. То есть появился третий цвет. Мне хотелось бы, наверное, использовать два цвета, потому что это просто быстро, удобно и хорошо. Но вот этот вот полурозовый, как, я не знаю, как определить этот цвет. Полуфиолетовый, мне кажется, он делает немного не самую хорошую штуку с моим рисунком. Ну, возможно, для эксперимента это и ничего. Я пытаюсь заглушить его, принося коричневый в тело зданий, в тело крыши, в тенеобразование под деревьями и тенеобразование под зданиями. Ну, как вы видите, сейчас я пытаюсь лихорадочно спасти эту историю от такой вырви глаз стилистики. Интересно, получится ли? Не уверен. Но в высохшем варианте все это смотрится неплохо. Не так интенсивно, так как бумага хлопковая, очень много хлопка, то эффект такой анилиновости, он с высыханием исчезает. Получается более-менее приличные цвета. Но вот пока они влажные, они, честно говоря, вырви глаз. Для меня это такая тоже история смелого эксперимента. Ну вот, прохожусь по всему рисунку, добавляю немножко коричневого для того, чтобы уйти в привычные для себя серые градации. Но нет. Эта вся история, она уже набрала обороты, и остановиться в цветовом безумии, наверное, у меня и не получится в этом видеоролике. Ну что ж, если безумие нельзя остановить, то нужно его возглавить. И вот, показываю, что получилось. На самом деле цвета дико вкусные. Как они работают на бумаге, это прямо очень круто. Возможно, я не так хорошо владею всей этой историей, но фрагментарно мне очень нравится. В целом композиция вызывает вопросики, но, но, такая история. В общем, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите внизу ссылки на плейлисты, видео, там очень много интересной информации, посмотрите, что вам подходит.
берите листик, рисуйте вместе со мной и оставляйте, ну, впечатление, как получается у вас, все ли хорошо. Меня зовут Кичигин Эдуард. Всем пока, всем хорошего рисунка и хорошего дня. Чао-чао.